Здравствуйте, весы! Давайте посмотрим, что сегодня у нас получится для вас на следующую неделю. Какие вам карты выпадут? Весам неделя с 24 по 30 ноября. Что интересного вас ждет на следующей неделе? Какие карты вам сегодня выпадут? Я напоминаю, что вы можете подписаться, можете оставить лайк или сообщение любое под этим видео, чтобы я знала, что вам расклад понравился, что он вам подошел. Можете также поделиться этим видео с другими людьми, если считаете, что им подходит этот расклад, возможно, и ситуация у них. Итак, весы. Давайте посмотрим весы. Что происходит у весов в последнюю неделю ноября, неделя с 24 по 30 ноября. Какие сегодня интересные карты и в каких сочетаниях, в каких комбинациях они вам, соответственно, выпадут. Я две колоды использую, как обычно у меня. Первая основная колода, вторая колода дополнительная для уточнений, для разъяснений. Итак, давайте посмотрим весы. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. У нас есть тройка чаш. Первая карта, которая вам выпала, и выпадает она весам на понедельник. То есть такая достаточно оптимистичная карта в том плане, что вы здесь, дополнительно рыцарь мечей выпал, в том, что по тройке кубков вы можете добиться успеха в каком-то деле, в котором вы проявляете много упорства, в котором вы здесь настроены очень смело, готовы решать какие-то вопросы, чуть ли не догонять уходящий поезд, да, догнать последний вагон, что называется. И вы здесь можете это сделать, может вам удастся это успешно. То есть по тройке кубков вы сможете радоваться потом своим успехам. Карта рыцарь мечей, она еще в принципе вот воздушная, да, это карта двора, она воздушная, это ваш знак зодиака, это ваша карта, то есть она показывает вашу здесь порывистость, храбрость, которую вы проявляете в каких-то делах. Вы готовы защищать свои интересы и добиваться поставленных целей. Возможно, с тройкой кубков вы здесь с кем-то о чем-то еще договариваетесь, потому что тройка кубков это как коллектив, это компания нескольких людей, когда вас там, допустим, двое, трое и больше, да, когда вам нужно с кем-то договориться о чем-то, с друзьями, знакомыми, партнерами, там, не знаю, по работе. Ну, то есть договориться, чтобы прийти к цели, которую вы себе наметили, открыть те двери, которые вам нужно открыть, преодолеть препятствия, которые нужно преодолеть, проявив мужество. То есть вы показываете окружающим такой настрой настойчивый на решение этой задачи. Карта семерка кубков, много вариантов, есть много возможностей. Вы рассматриваете наиболее подходящую для вас, рассматриваете ту, которая будет больше всего вам подходить. И также можете во многом здесь как фантазировать, думать, строить какие-то воздушные замки, которых может и не быть на самом деле. И вот двойка жезлов тоже как смотрит вдаль, мечтает, думает о чем-то, что будет в будущем потом. То есть интересуется, взвешивает варианты. Вот как здесь, да, рассматривает несколько возможностей, думает, какой из них лучше выбрать, этот или этот. Один может радовать и восхищать, как эти сокровища, эти замки, другой пугать, да, вот эта змея, эти драконы какие-то, то есть какие-то страшные могут быть варианты развития событий, могут быть очень позитивные. Вы рассматриваете каждый из них и думаете о том, какая бы роль у вас была в каждом из этих вариантов, как бы он проигрывался, каждый вариант, как, знаете, планировать разговор, которого еще не было, или планировать какую-то встречу, которая должна произойти, как она пройдет. Вот вы рассматриваете варианты и по двойке жезлов думаете об этом, то есть интересуетесь этими вариантами. Может быть, ситуация, где вам предстоит выбирать, но вы не торопитесь с выбором, потому что боитесь этого решения и занимаете нейтральную позицию пока что. Ну, в принципе, да, весы так могут сделать, то есть колебания, которые у вас могут здесь быть по двойке жезлов. И дальше карта семерка пентаклей, карта какого-то ожидания результата,
которого еще нет. Приложили много усилий, вот над чем-то работали, вкладывали в что-то много денег, много ресурсов, много сил физических, а результата пока что не получили. И вот у вас по 7 пентаклей, может быть, ожидание результата, ожидание какого-то разговора или сообщения, тоже ожидание звонка или какого-то человека, то есть ждете, ожидаете или ждете от кого-то ответа здесь, потому что вы с кем-то там диалог выстраивали, ждете там какого-то решения, к примеру. 7 пентаклей. Но в целом она про то, что вы готовы дальше терпеливо ждать, да, потому что есть в этом необходимость идти к своей цели, но вот как-то, да, это все медленно происходит, возможно, хотелось бы быстрее. И с 6 мечей, возможно, вы здесь ожидаете перемен, ожидаете каких-то изменений в вашей жизни или ожидаете удачного шанса, возможности, ожидаете какой-то поездки, возможно, по 6 мечей, или ожидаете, что кто-то приедет, кто-то вернется, или кто-то куда-то уедет, переедет. То есть ожидание этого события, 6 мечей. Может быть, диалог с кем-то на расстоянии, и снова таки как ожидание каких-то вестей от этого человека, ожидание сообщения, ожидание какой-то информации, которую вы ищете, да, как будто надеетесь ее увидеть, услышать. Дальше карта правосудия, карта справедливости, карта весов. Это ваша карта необходимости достичь баланса и равновесия, и она также о желании получить что-то законно, по справедливости, как вам этого хочется, либо с 3 пентаклей, опять-таки возвращение к тройке, 3, несколько людей договориться о чем-то с другими людьми, какой-то совместный проект или дело, где нужно делать решающие шаги, важное что-то подписать, какой-то, может быть, момент, где вам нужно решить какие-то спорные вопросы между вашими близкими, родственниками, может быть, да, там, не знаю, дети ваши, где вам нужно показать, что вы 3 пентаклей, готовы ответственно подходить к решению какого-то совместного дела, совместного вопроса, касающегося вашей семьи, где вы готовы ответственно подойти и помочь кому-то, где вы с уверенностью такой выполняете какие-то дела, потому что вы вот честны перед собой, честны перед окружающими, и вы считаете, что так справедливо будет. Может быть, справедливое отношение к кому-то из родственников, или по справедливости пытаетесь там рассудить кого-то из ваших детей, да, если они ссорятся. То есть как будто бы быть, может быть, даже таким здесь посредником между кем-то и кем-то, кто может конфликтовать. 3 пентаклей. Ну и также, да, вот как я говорила, уже несколько людей подписать бумаги, решиться на какой-то новый проект, потому что 3 — это начало, это еще не 10 далеко, и 3 — это когда вы в самом начале пути должны какие-то вопросы юридические утрясти, допустим, там с поступлением на новую работу, то есть с какими-то бумажными делами, бумажными вопросами. И дальше идет 4 мечей, успокоение и очень много мыслей по поводу чего-то, да, что происходило на этой неделе. В целом какая-то как пауза, которая может восприниматься вами как застой. Карта 4 мечей, она о самоанализе и таких размышлениях глубоких, которые здесь могут быть у вас вместе с картой мир, о том, как прийти к триумфу или как достичь поставленных целей. Вы много об этом думаете. Вы хотите какого-то признания окружающих в мире. Возможно, вы здесь занимаете более пассивную позицию, но мысли какие-то глобальные. По карте мира здесь может быть размышления. Карта Стрельца, может быть, что-то касающееся Стрельца. Может быть, какие-то размышления о том, как освободить себя от какой-то работы или каких-то дел, которые вам не хочется выполнять. Поэтому 4 мечей. Но здесь очень много, все-таки больше 4 мечей. Это как, как отдых, да, это отдых. Это все-таки как период отдыха и период размышлений. Может быть, о чем-то, что происходит далеко от вас, или с кем-то, кто далеко от вас находится. Дальше карта сила, карта льва. Общение со львом, возможно, а также ваша сила, ваш потенциал, ваша возможность повлиять на кого-то по карте сила, возможность проявить свою духовную силу, возможность здесь трансформироваться, кардинально что-то поменять в своей жизни, потому что у вас для этого достаточно ресурсов, достаточно сил. Может быть ситуация, где вы расстаетесь с
чем-то, на что имели влияние или оказывали какое-то влияние. Считаете, что нужно начать новый период, пробудиться, и что у вас для этого достаточно, опять-таки, сил, возможностей, духовных сил здесь по этой карте. Дальше принц Пентаклей, земной знак, Девы, Тельцы, Козероги, а также семерка Пентаклей, очень много неспешности такой, то есть не торопитесь, не спешите, все как-то размеренно, спокойно в воскресенье происходит. Возможно, какие-то ожидаемые поездки, могут быть расходы в этих поездках, какая-то ожидаемая поездка, может быть, где вы по семерке Пентаклей как будто сожалеете о том, что нужно вам много терпения, много выносливости, выдержки еще. Может быть, вы ждете каких-то событий и вам, возможно, ждете какого-то человека, не знаю, поэтому карта, опять-таки, принц Пентаклей, как ожидание событий, ожидание человека, ожидание новостей. По рыцарю Пентаклей умение терпеливо ждать и вера в удачу, которая вам здесь сопутствует в этом медленном развитии процесса, потому что у вас очень много таких медленных карт здесь выпало. И семерка Пентаклей 2 раза, и принц Пентаклей, 4 мечей, которая тоже про приостановку говорит, паузу, и 2 жезлов, когда вот вы думаете, мечтаете, планируете, глядя в будущее, но не принимаете, возможно, быстро каких-то решений. То есть вот здесь очень много есть приостановки такой в конце месяца. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для весов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.